So, we've talked about the truck Так, мы с вами говорили о грузовике and about warning signs on the dashboard. и о тех сигналах тревожных, которые мы можем увидеть на приборной доске. What are some warning signs that our Creator has built into us to tell us when there's a problem underneath the hood of the truck? А какие у нас похожие есть симптомы? То есть что Бог так сделал в нашем организме, что нам может сигнализировать, что у нас под капотом какие-то могут быть уже такие неприятные моменты происходить? Temperature, you feel tired. Что? High blood pressure. You feel weak. Fuel? Yeah. You are nervous. Okay. What do you mean nervous? Что имеешь в виду? Irritated. You are irritated. Like you are annoyed by everything. That's a good point. You're Это annoyed by хороший, everything. важный момент. Your spouse. When you go to bed, but you can't fall asleep. Oh, that's a great point. Еще один очень, да, хороший пример. Like I was saying, your spouse is sometimes your greatest warning. You can see some signals through your spouse. Your spouse can see some signals in you, so if you ask them, sometimes they're the best form of feedback you have. А еще супруг или супруга, потому что так как, в смысле, они лучше всего увидят. То есть, если у вас есть какие-то тревожные симптомы, то этот человек всегда заметит. So, we're going to talk about burnout. Так, мы будем говорить о синдроме выгорания. Burnout is the depletion or exhaustion. Well, maybe somebody could read that quote that's in the next section. Пожалуйста, прочитайте определение, что такое выгорание. У вас это 5-я страница. Is that it there? Top of page 5. Yeah, I told them. Okay. Burnout is primarily not having the physical and emotional resources to continue to go. То есть, другими словами, это когда у тебя уже, выгорание, это когда у тебя уже не остается ни духовных, ни физических ресурсов для того, чтобы продолжать движение. Just like in the picture. Точно так же, как на картинке. Once your resource gets too low, как только у тебя уровень ресурсов снизился, the flame goes out. Потом сразу что-то происходит. That's dangerous. Опасное. And anybody who's busy, anybody who's working, can suffer from burnout. Любой человек, который занимается служением, любой человек, который имеет какие-то нагрузки, он подвержен выгоранию. But there is an additional problem for people who are in ministry or who are involved in care for people. Но для людей, которые вовлечены активно в служении, для людей, которые заботятся о людях, для них это существует еще дополнительная одна опасность. You can be a manual labor working on the roads and still suffer from burnout. То есть человек может где-то там работать, я не знаю, ремонтником на дороге, у него может быть выгорание, синдром выгорания. Burnout is primarily about fuel in the tank. То есть это когда у человека не хватает топлива. But when you're dealing with people and the exposure of people suffering, то есть просто человек физически работает, да, и он уставший, все, у него уже выгорание. Но если мы говорим о тех людях, которые сталкиваются со страданиями людей, которые восполняют нужды других людей, you will experience a deeper and more significant pain and suffering than just simple burnout. то у вас последствия будут гораздо более серьезные, чем просто такие последствия, которые бывают от выгорания. То есть более глубокие будут повреждения, так сказать. Burnout usually has to do with the ever-increasing demands for our personal resources. Выгорание обычно связано с тем, что у нас есть определенный объем растрачиваемых ресурсов, and not enough adding to our personal resources. а мы в итоге не восполняем, то есть мы тратим много, а восполняем недостаточно. Вот тогда получается выгорание.
Burnout has the following effects: И у синдрома выгорания будут следующие последствия. physical exhaustion, То есть как оно будет проявляться? Это физическое истощение. which is just being tired and feelings of worn down. То есть когда, это у вас тоже есть, это дальше на 5-й странице. То есть когда чувствует себя человек таким измученным, подавленным, уставшим. And also emotional exhaustion, feeling depressed or hopeless. Точно так же эмоциональное истощение. Человек чувствует себя в депрессии, угнетенность, безнадежность. Almost a depression. Да, почти как депрессия. And then a mental exhaustion, И психическое истощение. feeling disillusioned in our mind or resentful at the work we're doing. Когда человек испытывает чувство разочарования или когда его не устраивает то, чем он занимается. And burnout and caregiver stress, if unrecognized, can have serious consequences and is likely to be incapacitating over a long period of time. И говорим ли мы либо о синдроме выгорания, либо о синдроме сострадательной усталости. И то, и другое, если мы это вовремя не распознаем и ничего не будем в этом отношении делать, то просто человек будет недееспособным. И причем это будет достаточно длительное время. То есть он выйдет из строя. The following are some of the temporary signs of work-related stress. Дальше я приведу несколько временных признаков стресса, который связан с работой, допустим. Temporary signs more from burnout. То есть это признаки выгорания, синдрома выгорания. Feeling anxious or apprehensive, Человек испытывает беспокойство, нервозность. getting tired easily and frequently, not feeling like you have the energy. You lose the energy maybe about midday or mid-morning. Человек очень легко устает. Ну, допустим, еще у вас только полдень, а вы уже так себя чувствуете, как будто целый день что-то делали. Argue with others over really small things or have a low frustration tolerance. Человек может спорить с людьми о каких-то незначительных вещах, легко расстраивается. That's typically something your family notices first. То есть вот это тот как раз пункт, который сразу заметят члены вашей семьи. When you lose your mind over something small. Когда ты там с пеной у рта, как мы говорим, да, будешь что-то доказывать, когда оно вообще может неважно быть. You're unable to relax. Ты не можешь расслабиться. And so maybe in the middle of the day you feel tired, but then when you go to bed at night you can't sleep. То есть получается, что ты в полдень уже себя чувствовал очень уставшим, у тебя уже не было ни на что сил, а потом вечером ты идешь спать, а заснуть не можешь. Feeling overwhelmed by the demands or under pressure. Things that typically you would handle well, now it takes very little for you to feel overwhelmed. Или когда ты чувствуешь себя под давлением, то есть то, что раньше ты бы легко мог перенести, сейчас это тебе сверх сил, тоже признак. Not enough time for yourself, your family and your friends. У тебя не хватает времени на себя, на свою семью, на своих друзей. The experience of memory and concentration lapses. У тебя отсутствие концентрации внимания. Lack of interest in the time to be with people or engage in recreational activities. Тебе неинтересно быть с людьми, и ты себя, ты не занимаешься чем-то, что поможет тебе восстановиться. Ты никаких таких мероприятий не делаешь. Where you get very little satisfaction from things that you used to enjoy. Еще тебе совершенно неинтересно то, что раньше тебе было делать очень приятно и интересно. And feeling unfulfilled at the end of the workday. Feeling like you never have any of the joys from leadership that we talked about. И когда ты раньше что-то делал с энтузиазмом, вот, допустим, занимался своим делом, да, где ты руководитель, а теперь ты уже не чувствуешь этого удовлетворения. These signs don't happen right away. Все эти признаки, естественно, тут же не проявляются. Just like the picture on the screen doesn't happen immediately. То, что мы с вами говорили раньше, то есть ваш первый грузовик не превратится во второй через 3 дня. We're not talking about hearing one difficult story and then having a breakdown. Мы не говорим о том, что у человека произошло что-то серьезное, вот один какой-то случай, и потом все, сразу у него We're not talking about истощение это происходит. We're not referring to the most difficult story you've ever heard. That's another quotation, right? Yeah. Мы говорим, у вас есть на следующей странице эта цитата, мы говорим не о какой-то одной такой страшной истории, которая произошла. We're talking about the hundreds and the thousands of the stories that you don't even remember hearing.
о тысячах услышанных историй, которые вы даже не сможете вспомнить. То есть вот в таком состоянии начинается уже стресс. When someone shares their story with you that is a burden to them, it's like giving you something to carry. Вам человек рассказывает то, что он пережил. Он делится своим бременем, получается, а вы на себя его возлагаете. So I need a volunteer. Мне нужен доброволец. Who would like to volunteer for? Есть у нас доброволец? Sure, come on up. Пожалуйста, выходите. So when we want to be involved in helping people, Мы хотим, естественно, the Bible refers to it like carrying one another's burdens. мы хотим, естественно, людям, помогать. Библия это называет носить бремена друг друга. And when we feel like this, Когда мы чувствуем вот так себя, no problem. да вообще без проблем. Put as much as you can in the truck because I want the truck to be useful. Я же хочу, чтобы мой грузовичок служил на полную мощность, поэтому я его нагружаю. Right? Правильно? So maybe you can put on the backpack. Оденьте, пожалуйста, этот рюкзак, повернитесь. How do you feel? Как вы себя чувствуете? Are you ready for the work? Готов к работе? Yes. Now we need this sister here to come. Сестра, выйдите, пожалуйста. This is your burden. Вот это ваше бремя. You can ask this pastor to help carry your burden. Вы попросите пастора, чтобы он помог вам нести это бремя. So ask him. Попросите. Please help me in carrying my burden. How do you feel about carrying her burden? Actually, I can do it myself. I don't see any help here. I don't need. I'm carrying myself, all that belongs to me. Yeah, but your person that cares about you wants to help you carry. Нет, просто этому человеку не все равно, что с вами происходит. Он готов понести ваше бремя. Then okay. Thank you for cooperating with the Спасибо, illustration. что вы все-таки согласились содействовать. How do you feel? Как вы себя теперь чувствуете? Yeah, not bad. You feel Неплохо, да? satisfaction that you're able to help a sister carry her А burden. еще вы испытываете чувство удовлетворения, потому что вы были способны помочь сестре. Правильно? Walk around a little bit. Походите теперь чуть-чуть тут по аудитории. Still okay? Все в порядке, да? Yeah, okay. So, Vic, you can come up. This is your burden. Actually, let's have 8 people come up. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 человек. Следующий, выйдите, пожалуйста. Now you have many people in your church. Теперь у вас церковь большая, много людей. They all have burdens. А у них у всех есть свои бремена. This brother can come and ask for help. Вот брат пришел, тоже помощи попросил. Yeah, he's willing to carry your backpack. It's no problem. How do you feel now? Сейчас как себя чувствуете? Still okay? Все в порядке. Next person has a burden. Следующий пришел со своим бременем. Thank you, Pastor, for carrying my burden. Спасибо, пастор, за то, что разделили мое бремя. You have a burden, please carry it. И мое бремя тоже, It's just another пожалуйста. counseling session. Oh, but wait, sister. So I have a big one. You have a big burden. Да, у вас большое бремя, Really тяжелое. serious problem. Реально серьезные проблемы у человека. Боюсь, рюкзак не выдержит. I have a serious burden. Walk around a little bit. Походите, пожалуйста, чуть-чуть. Uh-oh. How are you starting to feel now? А сейчас какие-то изменения вы чувствуете? Still okay. Что можете сказать? Нормально?
Yeah. I can feel some pressure. You can feel some pressure. Is there room for that burden? Есть место для этого бремени? Oh, that's okay. Okay, he has no more room, but maybe he has some room in his hands. Ну там уже места нет, вы ему просто в руки теперь давайте. Бремена-то Carry остались that one. еще. That one's okay. That one's okay. Oh, wait. Do you have one more hand? Есть еще одна рука. Oh, he's now got a little child that needs something. А теперь еще там кто-то пришел, может Okay, walk маленький around for a while. какой-то. Just walk around. Походите опять. How are you feeling now? А сейчас как себя чувствуете? Even more pressure, like more load. What if you were to walk around like that for 3 hours? А если бы вам так пришлось ходить 3 часа? The load would be greater. And what would be the effect on your body? А эффект какой был бы на тело, на ваше? I would be tired. Or is it starting to hurt your shoulders? У вас, наверное, уже плечи болят. Not yet. But over time it would be physical pain? Но со временем вы начнете испытывать физическую боль. Yeah. So what do you need right now? Что вам сейчас нужно? To get rid of all of this. So how can you get rid of all that? А как вы можете от этого освободиться? I can give it into God's hands, all those burdens. Okay, so maybe come and put some, or what else can you do? Give it А into что God's. еще можно сделать? What does it mean to give it into God's hands? Как практически можно это сделать? Отдать это в руки Божьи. Что надо сделать? We need to pray, we need to distribute it. Yeah, distribute it. How can you distribute it? А как это раздать? What Moses did. What did Moses do? А что сделал Моисей? Like team can actually do they work together. So what's the value now of a team of people? Какова тогда ценность была бы в данной ситуации, если бы у него была команда? Then it will be equally Okay, so divided. find a team, find some other leaders. Давайте команда, кто-нибудь, помогите уже человеку. Надо найти каких-то лидеров еще. No, you guys have the burdens. Sit down. Не, у вас же вы бремя принесли, вы не можете забрать их назад. What about your peer group? Давайте те, кто у вас в группе, это их непосредственная задача вообще-то. The people you're meeting with after the conference. То есть это те люди, с которыми вы будете после конференции встречаться. Ой. Oh, yeah. Based on their, yeah. How are you starting to feel already? А сейчас вам как стало? Pretty great? Now, is it too Хорошо, much да? for any one person? Для кого-то это слишком много? Или всем нормально? For me it's too much. We'll get there. You understand the illustration. Ну вы поняли, да? Пример. Okay, let's just come. Let's help them. Yes. Let's We now. got the general principle. Let's give him a hand. Давайте им похлопаем. Yeah. The result of carrying people's loads over time can have a negative impact on us. Когда мы определенное время, уже достаточно долгое, носим бремена других людей, то в результате у нас начнутся трудности. Of course, at first we put on a backpack because we have the motivation to carry people's burdens. Конечно же, сначала мы это все делаем с радостью. У нас мотивация правильная, мы хотим помочь людям. We talked about the rewards of leadership. Мы с вами ранее уже говорили о вознаграждении, о том благословении, которое получает руководитель. People who help often feel a sense of satisfaction over the work they're doing. Те люди, которые помогают, они чувствуют удовлетворение от того, что они делают. We feel a gift even. We feel a sense of joy. То есть для нас это дар кому-то помочь. Мы испытываем радость. Because God has given me this backpack. He's given me this ability to Потому help что people. Господь дал мне способность помочь этим людям. То есть я счастлив, что у меня есть этот рюкзак за спиной. There's a charge in responding to emergencies that people have. То есть это прекрасно, что я могу ответить на нужды людей. It's personally fulfilling.
я испытываю чувство собственной значимости. This calling to lead and care constantly pushes leaders to the edge of their capacity. Но дело в том, что зачастую нам приходится доходить до предела своих возможностей, выполняя это. And most passionate leaders I know struggle with this issue. И я знаю, что самые такие чуткие, что ли, люди, те, которые ближе всего принимают к сердцу или больше всего стараются помочь, вот они как раз и страдают от стресса душепопечителя. We're going to go around the room over this next list and talk about what are the signs of unhealthy stress and burnout. Мы с вами, на 7-й странице у вас есть симптомы стресса и синдрома выгорания. Мы с вами по одному, по очереди прочитаем. But before we do, Но прежде чем мы будем это делать, I want to point out the distinction between a challenge and a stress. я хочу, чтобы мы с вами разницу посмотрели между просто какими-то трудностями и стрессом. What's the difference between challenge and stress? Ну, у нас даже это слово в русском языке теперь применяют, да, challenge. Это когда у тебя есть какая-то задача перед тобой стоит, достаточно трудная. It's a very important distinction for leaders. Так вот, для руководителя очень важно знать разницу между трудностью, испытанием каким-то и стрессом. What's the difference? В чем разница будет? Когда какая-то задача, у тебя есть желание ее делать, а когда стресс, то уже, ты ее и не можешь сделать. When it's stressful, you have the lack of desire to do it. And the other? Еще кто-нибудь? Challenge is something I can do, and when I am under stress, I have this idea that I am not able to do it. Great answer. Прекрасный ответ. A stress for leaders, a challenge is something that we actually feel energized by, that we can. Если перед нами, как перед руководителем, стоит какая-то задача, то мы наоборот, мы с энтузиазмом подходим к ее решению, да? Someone brings me something that they're dealing with, and I can help them overcome that, or I can use my creativity and my mind to get through this problem. Кто-то ко мне пришел, ему нужно что-то сделать или в чем-то помочь. Я испытываю чувство удовлетворения, потому что я способен ему помочь. Я, допустим, свои творческие способности для этого использую. A challenge is difficulty that I can overcome with creativity and hard work. То есть задача какая-то, которая стоит передо мной, это то, что я способен выполнить, используя свои творческие способности и прилагая старания, то есть прилагая свой труд. But a stress is something that is from difficult situations that no matter how hard we work on it, we can't seem to bring about change. А стресс – это такая ситуация, которая, то есть это тоже трудность, это тоже задача, только в данном случае, сколько бы я ни старался, я изменить ничего не могу. Like the straps on the backpack. Это как вот эти на рюкзаке, как их назвать, веревки, лямки, да. No matter how many times you adjust or you move or you try to get relief, it just continues to drag on you. Неважно, сколько ты там поправляешь эту лямку от рюкзака, она все равно тебе режет плечо, то есть вес от этого не уменьшается, ты ничего не меняешь кардинально. So what are the signs of unhealthy stress, not challenge, but unhealthy stress? How do we know that we're experiencing unhealthy stress? Now you want them to write it down? Yeah, just maybe start at the side of the room and each can read one as we go along up to 20. С 1 по 20 у вас здесь есть симптомы стресса. Прочитайте, пожалуйста, по одному каждый.
15. Take a minute Теперь у вас есть пару минут. and circle the number that you think most, circle the numbers, pick however many apply to you, Если вдруг что-то относится к вам, я прошу, чтобы вы обвели вот этот номер. and circle the numbers of all that you feel apply to you now. Все, что к вам относится, прочитайте, пожалуйста, еще раз и посмотрите. Before you do, Но прежде чем вы это сделаете, if you were to ask your wife or your husband если бы вы этот вопрос задали вашему мужу или вашей жене, to circle the ones that apply to you, то есть если бы вы их попросили посмотреть, что в этом списке относится к вам, what would they say? что бы они вам тогда ответили? Makes you more honest. Ну, это я вам говорю, потому что тогда вы как бы более правильно ответите на этот. So take a minute and circle the ones that apply, all the ones that apply to the way you're feeling or the way that your spouse would describe you. То есть сейчас посмотрите все, что на ваш взгляд к вам относится, и постарайтесь подумать, что бы ваш муж или ваша жена сказал из этого ниже перечисленного относится к вам. Just take a minute and quietness by yourself. Taking the time to circle? Все уже сделали? In case, let's bring it back together. Давайте вернемся на занятие. In case you think that maybe you've circled too many, В том случае, если вы смотрите на ваш листок, и вам кажется, что вы слишком много обвели. within the last 5 years, За последние 5 лет I've been able to circle 16 of those 20. я мог обвести 16 из этих 20. I actually circled all of them. All of them, yeah? Yeah? How many of you circled more than 5? А сколько обвели больше, чем 5 пунктов здесь? At any time? Yeah. That's great that you haven't been able to circle more than that. It's Хорошо, что у вас не больше, чем 5, допустим. but if you're seeing more and more of those become true over a long period of time, Если со временем вы видите, что у вас все больше и больше пунктов относятся к вам, these 20 are like the dashboard. то вот эти 20 симптомов, это как вот те признаки на приборной доске автомобиля. If I'm driving down the road Если я еду по дороге, and I see one light come on, и потом я вижу, у меня один сигнал там зажегся, no problem, как бы ничего не страшно. but I should pay attention to that. Но мне все равно надо обратить на это внимание. But I notice that over time, if I don't pay attention to one light, then another light will come on. Но я знаю, что если я не обращу внимания на одну лампочку, которая загорелась, то со временем у меня еще одна загорится. And so I've got to pay attention to those lights. И мне надо быть очень внимательным к этим сигналам. These 20 points are like 20 lights on the dashboard. Эти 20 пунктов, как 20 лампочек на приборной доске. One time I was driving my car to my house, Однажды я ехал на машине домой, and I was going up a hill, и поднимался там как бы под горку. and they all came on at one time. И тут у меня раз, и все лампочки загорелись. No, I didn't win the jackpot. Нет, к сожалению, джекпот я тогда не выиграл. But what happened Ну а что случилось на самом деле? is I heard a big noise in the engine, Я услышал сильный шум, and my car Моторе. just slowly, very quickly stopped working, and I had to pull over to the side of the road really quickly. мне нужно было, в общем, машина перестала ехать дальше, мне пришлось срочно на обочину свернуть. Finished. И все, и заглох.
So within the last 5 years, I look at my own life and I see 16 of the 20 lights come on. Поэтому я этот список проанализировал в свете последних 5 лет своей жизни. Я вам говорю, что 16 пунктов из 20 описывали меня. And I went to see the doctor. И я, в принципе, медицинская помощь мне требовалась. And you know what she said? И что сказала моя врач? Pull over to the side of the road. Она мне сказала свернуть на обочину. And she actually gave me a letter to bring to my board. И она написала мне письмо о моем состоянии, которое я должен был принести в свою организацию. Saying he needs 3 months. И там говорилось, что ему необходимо 3 месяца. And I got 3 months. И получил 3 месяца на And over that 3 months, на улучшение здоровья, восстановление. I started paying attention to the warning signs in my life. И после этого я уже начал очень внимательно относиться к вот этим сигнальным огням And slowly over that относительно time, моего здоровья. И немного, по чуть-чуть, I was able to pull back onto the road то есть не сразу, постепенно я смог вернуться назад на дорогу and keep going. и продолжать движение. Just like our vehicles. То есть параллель очень ясная вот с автомобилем, с машиной. We can either wait till it finishes, То есть либо можно дождаться того момента, когда ты уже заглох и вообще не двигаешься, and get a tow truck to pull it in, и придется потом вызывать эвакуатор, чтобы тебя or оттуда over забрать. time, every few days, I can take some time to do the maintenance. Или мне нужно время от времени, регулярно, допустим, каждые несколько дней проводить вот эту проверку. But it requires leadership of my own life, not just leadership in somebody else's. Для этого мне нужно руководить своей собственной жизнью. То есть я руководитель не только в чем-то для кого-то, но я должен следить и за собой в первую очередь. Personal leadership. То есть ты сам для себя руководитель. Lead yourself. Веди себя самого. Who is the most susceptible to experiencing burnout and caregiver stress? А как вы думаете, какие группы людей более всего подвержены синдрому выгорания и стрессу душепопечителя? Look at these 5, the list of these next 5. Посмотрите, пожалуйста, на следующей странице, у вас там перечень из 5 пунктов. And as I go through them, circle the ones that apply to you. И опять же, внимательно прочитайте и обведите то, что относится или может относиться к вам. 1, they have a strong desire to help people. Значит, первый пункт, что такие люди обладают очень сильным желанием помогать другим. Circle that if it applies to you. Если это к вам относится, если это характеризует вас, то обведите этот пункт в кружочек. Secondly, Второе. you have a strong desire to see change. У вас сильное желание увидеть перемены. Circle that one if it applies to you. Если это вас характеризует, описывает вас, подходит, значит, вы обводите в кружочек. 3, you possess a good deal of idealism. Третье. Такие люди подвержены идеализму очень сильно. You really have lots of ideas about how things could be if things changed. Вы постоянно думаете о том, как бы все могло быть. Circle that if it applies to you. Если это к вам относится, обводите. А там же написано. Idealism. Can you repeat what you just said about idealism? Idealism is when you often have good ideas about how you would like things to be in the future. У тебя есть очень много идей относительно того, как бы ты хотел видеть будущее. То есть, что нужно сделать, как оно должно выглядеть, что изменить. You're motivated by how things should be. То есть, ваша мотивация, потому что вы знаете, как должно быть. 4th, Четвертое. you're enthusiastic about ability for people to change. Благодаря своему оптимизму вы верите, что действительно люди могут меняться. Circle that if it applies to you. Опять же, если это про вас, обводите. And lastly, И последний пункт. and probably most dangerous,
И, наверное, самый опасный. You have a high degree of empathy. You feel what other people feel. You feel about their situations what they feel. У вас повышенное чувство сопереживания, то есть вот та эмпатия, о которой мы говорили. Вы можете пережить то, что человек переживает. То есть вы понимаете, что он чувствует. Circle that if it applies to you. Если это про вас, обводите. So how many people here did most of those apply to you? Есть тут такие, у кого большинство из этих пунктов, касается вас, про вас. Yeah. So if those the more of those that describe you, the higher degree of a chance is that you could experience burnout and caregiver trauma. Чем больше пунктов вы обвели, то есть чем больше из вот этих пунктов относится к вам, тем больше шансов, что вы подвержены синдрому этому выгорания или стрессу душепопечителя. What's caregiver or secondary trauma? Так, что же такое вторичная травматизация? You know how someone who experiences trauma themselves, they're often really damaged by the trauma that they experience. Люди, пережившие травму, они испытывают последствия этой травмы. То есть эта травма наносит им какую-то рану. But in secondary trauma, what happens to caregivers is they keep absorbing the trauma of other people that they care about. А что случается с душепопечителем или с человеком, который постоянно сталкивается со страданиями других людей? And secondary trauma is often it's often deeper than just burnout or other forms of exhaustion. То есть, когда человек подвержен постоянному присутствию страданий вокруг него, это как раз и есть вторичная травматизация. И это гораздо серьезнее, чем просто синдром выгорания. То есть, когда у нас было слишком много работы, допустим. Burnout is often from just overwork, sustained overworked and overloaded. Потому что синдром выгорания – это когда у человека неравномерный баланс между работой и отдыхом, да, когда он сильно уставший, когда он уже не справляется, потому что у него невосполнение ресурсов. But secondary trauma results from sustained exposure to the trauma or the sufferings of other people they care for. А вторичная травматизация у человека, когда он постоянно подвержен, если можно так сказать, подвержен страданиям других людей. То есть он все это переживает, он все это наблюдает. The words post-traumatic stress disorder as a diagnosis first appeared in the West in the early 1980s. Сам диагноз посттравматическое стрессовое расстройство, он появился в 1980 году, 80-х годах на Западе. It's now often a medical diagnosis given to people in the military, emergency responders, and those who have suffered extreme trauma themselves. Сейчас этот диагноз часто ставится людям, которые, как раньше говорилось, либо сталкиваются со страданиями, либо служат в армии, или как группа быстрого реагирования, типа МЧС, такое. It includes people who have been neglected, abused, or the victims of violence. Или сюда же входят люди, которые пережили какое-то жестокое обращение к себе. But secondary trauma is a lesser but still damaging effect on people who are exposed to the sufferings of other people. Say it again. Secondary trauma is a lesser but still damaging effect on the people who are exposed to the sufferings of others. Why is it less? Because it's not direct to you. It's something that you're... То есть сам, получается, ты не переживал эти страдания. То есть эта травма была не нанесена тебе физически, да? То есть, допустим, жестокое обращение не было по отношению к тебе. Ты его наблюдаешь, ты его переживаешь. It's a process that unfolds over time. И эта вторичная травматизация – это опять же процесс, который на человека влияет с течением времени. It's not usually the response to one person or situation. Это не реакция на какого-то одного человека, на его травму, не реакция на какую-то одну ситуацию, произошедшую с кем-то. But the effect that many situations of suffering have on leaders and caregivers over time. Это то, что мы говорили, что на протяжении долгого времени переживает наш душепопечитель. То есть это должно занимать долгий промежуток времени.
As with burnout, the greater your capacity for empathy and the ability to understand the feelings of someone else, the greater your danger of secondary trauma. И чем больше ваши способности к сопереживанию, чем выше у вас вот эта эмпатия, тем больше вы подвержены вторичной травматизации. The reason that you take on the trauma of someone is because you feel somehow responsible to do something about what you know about someone's life. И почему вы вообще так реагируете? Потому что, почему вы подвергаетесь этой травматизации? Потому что вы считаете, что вы должны что-то с этим делать. То есть это ваша обязанность что-то изменить. I need another volunteer, maybe one of these young Мне guys. нужен еще доброволец. And so, just stand over here. And so I'd like you to, just a minute. Сейчас, секундочку. I'd like you to hold on to this with one hand like this. Хочу, чтобы ты это одной рукой вот так держал. Okay, so face the people. Теперь повернись к ним. Okay, hold on with two hands on the bottom. А теперь две руки, двумя руками держи. You're able to hold it? Можешь? Получается у тебя? Sure. Sure. Okay. I'd like you to stand there for about 5 hours. Следующие 5 часов ты будешь так стоять. Will you give me some food over the time? No food. Нечего тебе кушать тут. Can I drink this water then? He's a smart young guy. Молодец, не растерялся. Если не дают, так хоть воды попытай. Right. I will drink from that bottle. Yeah, and then you won't be able to stand there for much longer because you'll have to go to the bathroom. Тогда ты 5 часов точно не вистоїш, бо тобі треба буде кудись бігти. So, you're doing okay still? Пока у тебя все в порядке, Yeah, you're able to contain it. можешь крепко держать. 30 more seconds, I will do it. Should we help him? No, not yet. Не, помогать пока не надо. Because he's proud and he doesn't need any help. Он же гордый, он не хочет, чтобы ему кто-то помогал. He thinks he can do everything and he doesn't need a team. Он думает, что он справится сам, никто ему не нужен, какая команда, я все сам могу. He's a dictator. Диктатор наш. What happens if he were to stand there for 1 more hour? Что случится, если бы он тут еще, пусть час бы постоял так? No, like his hands will be numb. Yeah, his hands will be numb. What happens after his hands get numb? А после того, как руки затекут, что случится? Что случится потом, когда руки затекут? Он же вопрос задал. He will be irritated. Yeah. Then you'll have back pain. What happens when his body starts to give way, he starts to get tired? Что случится с его телом? Вот он начнет уставать, shaking, he'll be shaking, it will be numb. But because the cap is off of the body, yeah, well, exactly. Да, потому что не закрыта пробкой банка, будет вода выливаться. Over time, he starts to let go. Со временем руки будут опускаться. You won't be able to hold on to what's inside. И он не сможет удержать то, что внутри. And even when the bottle will be on the floor already, he will still feel as if he's holding it. That's right. Совершенно верно. It will spill out. Вода разольется. He won't be able to contain it anymore. Он больше не сможет ее держать. He's fine at first, Сначала он был but воодушевлен, over time his arms will start to а drop. потом со временем руки медленно, но опускаются. And as his arms drop, А когда руки уже опустились, he'll spill out.
Вся вода оказалась на полу. What is, when we've experienced secondary trauma and we can't hold it any longer, Когда мы с вами испытываем вот эту вторичную травматизацию, мы уже когда не можем сдерживаться, how do we spill out? как оно проявляется, вот это, то, что выливается? What does that look like for То leaders? есть как это выглядит для руководителя, это состояние? Anger. Yeah, we have a difficulty in managing our emotions. Совершенно верно, нам очень трудно сдерживать свои эмоции. We have difficulty making good decisions. Нам трудно принимать правильные решения. Problems managing boundaries between yourself and others. Мы не можем уже правильные границы установить между собой и окружающими. Problems in relationships with the... Проблемы во взаимоотношениях с людьми. And we have problems in the relationships that are the closest to us, like in our Дело в том, family. что не просто проблемы с какими-то взаимоотношениями, а у нас будут самые большие проблемы с теми, кто нам дороже всего, ближе всего. Physical problems, like with this young Физические guy. проблемы. His biceps would start getting sore. У него бы начали здесь мышцы болеть. So illness, pain, general То есть exhaustion. Общее истощение, физическая боль, болезни. Difficulty feeling connected to what's going on around you. Трудно уже себя как бы объединить с тем, что происходит в жизни. То есть ты чувствуешь отчуждение. Loss of meaning and hope. Уже никакой нет надежды. Reoccurring and unwanted stress memories of the trauma that you've heard. И ты постоянно как бы в мозгах переживаешь тот рассказ, который ты там, допустим, услышал о чьей-то беде. And just like this sister said, even if he put it down for a while, he would still feel as if he was carrying it. И как сестра правильно заметила, он бы уже баклажку бы эту на пол поставил, а у него бы все равно ощущение осталось, как будто бы он ее держит. Dreams and nightmares about traumatic events. Проявляется в жизни это, когда человеку снятся кошмары. Being obsessed and unbalanced about the sufferings of other people. Когда постоянно человек размышляет над теми страданиями, которые кто-то пережил. То есть для него это уже как навязчивая идея. Just like he did, it starts to spill. И начинает все потихоньку выливаться. So why do we do that? Почему мы это делаем? It's because of wrong beliefs, because God didn't design us to hold something that big for so long. Потому что мы неправильно понимаем. Бог не сотворил нас для того, чтобы мы так долго несли какое-то бремя. Of course, He's designed us to carry something heavy like that for a short period of time. Естественно, Он желает, чтобы мы носили бремена друг друга. То есть какое-то короткое время я могу это делать. If I threw this at him, what's his name? Если бы я это... Вася. Vasa. Вася. If I threw this at him, Если я бы это в тебя сейчас бросил, he'd catch it. допустим, он это мог бы поймать. Hopefully. Ну, я надеюсь. God's designed him to be able to respond like that. То есть Бог хочет, чтобы у нас была возможность, знаете, отреагировать, то есть когда в нас что-то летит. В But таком God didn't плане. design him to stand here and hold it for 5 hours. Но Бог не планировал, чтобы я стоял с этой тяжестью и держал ее в руках 5 часов. То есть это не было в Его замысле. So what's the wrong beliefs that cause leaders to think that we've got to stand there and hold it for 5 hours? Итак, какие же иррациональные убеждения заставляют нас держать ненужный груз, тяжелый, в течение 5 часов? The first wrong belief is that it's my job to change people or situations. У вас это иррациональное убеждение руководителя на 9 странице. What's wrong with И that belief? первое, repeat number one. It's my job to change people or situations. Изменить людей и ситуации – это моя обязанность, What's это моя работа, это What's первое. wrong with that belief? Что здесь неверно? В чем проблема в этом убеждении? People will not be changed. Люди не поменяются? Я то перевела? Like that's not my responsibility. It's not my job. It's not my Совершенно job. верно. Это не моя работа. It's the Holy изменять Spirit's людей. job to change people. Людей изменяет Дух Святой. But if I think that it's my job, I will continue to hold that until thinking that it's up to me. Но если я буду считать так, то я буду держаться за это, что вот это я должен сделать, я должен изменить человека. Another wrong belief of leaders is that I shouldn't focus on my own self, I should focus on carrying this for somebody. Еще одно неправильное понимание, когда я не должен обращать внимание на себя, я должен смотреть на других. Ну, то есть обращать внимание на других. What if Vasa said, I'm just going to ignore my pain?
Вася бы держал эту баклажку и говорил: нет, я буду игнорировать эту боль, я не буду обращать на нее внимания. Because it's selfish to avoid my pain. Потому что это так эгоистично думать о себе. What's wrong with that belief? Что здесь неверно? Still, he won't be able to hold that for a long time. Like, whatever he thinks about it, he won't be able to do it. Right. Does God want him to ignore his pain? А Бог хочет, чтобы он игнорировал свою боль? No. No. Pain is our defense, what God gave us. Like, it's our friendship. I mean, it's our friend, actually. That's great wisdom. That's Очень great мудрое, wisdom. мудрое очень замечание. Here's another wrong belief. Еще одно неправильное убеждение. Jesus died trying to help somebody, so I should die trying to help someone. Иисус умер для того, чтобы нам помочь. Значит, и я должен принести себя там, на алтарь страданий, да, что я тоже должен умереть. Ну, образно, наверное. I think sacrifice of Christ is enough. Exactly. Совершенно Exactly. верно. Who are you? Do you think that your sacrifice is as big as Christ? Да, кто ты вообще такой, что ты думаешь, что ты жертвуешь так же много, как пожертвовал Христос? Повторить третье, что у нас там было? Can you repeat number 3? Jesus died trying to help people, so I should too. Иисус умер, помогая другим. Значит, я должен делать то же самое. Here's the problem with that belief, И вот в чем здесь проблема с этим убеждением. just like Maxime said. Как раз то, что Максим сказал. You're not God. Ты не Бог. Number 4. Номер 4. I'll be seen as weak if I admit that I'm weak. Все будут думать, что я слабый человек, если я признаюсь в какой-то своей слабости. People will think I'm not a good leader if I need help. Если я попрошу помощи, то все будут думать, что я не готов или что я не могу быть руководителем. What's wrong with that belief? Что здесь неправильно? God's power is seen through our weaknesses or shown in our weaknesses. What else? Еще что? We don't trust others. Yeah, that's Like, I can do it, they cannot. yeah. Pride. Yeah, pride. I don't want people to see me as weak as pride. Я не хочу видеть, вернее, я не хочу, чтобы другие люди видели мои слабости. То есть это проявление гордости, по сути дела. The problem is it becomes obvious to everybody. Но проблема в том, что все равно все для всех будет очевидным. Eventually, Ну, со временем. first to your family, Во-первых, это станет очевидным для вашей семьи, and then to the people you lead. а потом для тех, кто идут за вами. The longer that Vasa stayed here holding the water, Чем дольше Вася будет стоять и держать эту тяжелую баклажку с водой, and he's shaking, тем сильнее он начнет трусить, ну, тем сильнее будут труситься его руки, water starts to и тем spill. сильнее вода начнет выливаться. It becomes obvious to everyone. То есть для всех будет совершенно очевидно, что он не может больше держать эту воду. And just like we can't contain those signs of stress in our lives, it becomes obvious to everyone. We Точно spill так же out. со стрессом, с его последствиями. Мы не можем это скрыть в своей жизни, то есть все равно рано или поздно это будет очевидно окружающим. The last wrong belief of leaders И последнее неправильное убеждение, которое имеют лидеры. is that my worth or my identity as a person is dependent on my ability to just keep going. То, что моя личная оценка, то есть или моя личная сущность зависит от того, что я должен постоянно двигаться вперед. What's wrong with that belief? Что с этим неправильно? Даже я бы не так сказала, что моя, I will try to paraphrase it to Yeah. make it clearer. Yeah, thank you. Моя сущность как человека зависит от моей способности руководить, вести за собой. То есть прямая связь как бы. То, что я из себя представляю, напрямую зависит от того, могу ли я вести за собой. Вот так.
Sometimes we need to sit, and make a pause. Are you valuable to Jesus if you are only leading? If you are only leading. Имеете ли вы ценность для Иисуса Христа, если вы только ведете за собой, только исполняете роль руководителя? Yes. We have it in any case, actually. We are precious to Jesus in any Exactly. case. You're valuable to Christ without your leadership, without your ability to help. Совершенно верно. То есть вы для Иисуса Христа имеете ценность в любом случае. То есть есть у вас способность к руководству или ее нет, вы все равно драгоценны для Него. You're not valuable because of what you do, you're valuable because of who you are as a child of God. То есть ваша ценность не в том, что вы способны делать, а в том, что вы Божье дитя. So go back to the dashboard. Так что возвращаемся снова к приборной доске. God's designed our physical bodies in amazing ways. Бог сотворил наши физические тела удивительным образом. God's given our bodies a system of dealing with stress. И Бог в нас встроил систему, которая реагирует на стресс. But when that system is abused, А когда эта система используется неправильно, our bodies are damaged. то телу наносится ущерб. Just like if he were to hold that for a long period of time, his body would be damaged by doing that. Если мы тяжесть, как в случае с Васей, долгое время держим, то, естественно, это отразится на всем организме. When we experience stress, Когда мы переживаем какой-то стресс, two chemicals are released into our system. То у нас в организме вырабатываются два вида гормонов. One called adrenaline and one called cortisol. Один называется адреналин, а второй кортизол. And God has designed these hormones to provide us the energy that we need to respond to a stress or a threat. Бог использует эти два гормона для того, чтобы у человека была энергия при какой-то чрезвычайной ситуации, то есть в момент стресса, чтобы у него была дополнительная энергия. Have you ever seen an animal slowly crawl up on another animal? Видели когда-нибудь, как одно животное медленно как бы взбирается, ползет по другому животному? To attack it. To another animal, not on another animal. Yeah. When Like you see, trying to get some prey, right? yeah. Не поняла, я извиняюсь. В общем, картина, когда одно животное охотится на другого, да, оно медленно подкрадывается. And then all of a sudden the prey realizes that it's threatened. И вдруг добыча понимает, что за ней охотятся, осознает это. What does the prey do immediately? Что тут же делает добыча? То есть то животное, на которого охотятся, реакция. Fear? No, it just runs away very fast. Yep. Just like when an animal feels a threat or they're stressed, they can immediately respond in a way that protects themselves. То есть тут же животное, над которым производится охота, оно тут же реагирует. Если оно видит опасность, тут же должна быть реакция. What happens is when they feel the threat, adrenaline, these two hormones get pumped into the blood system right away. То есть тут же в момент опасности в организм поступают эти два гормона – адреналин и кортизол. It's the ability for flight or fight. И реакция может быть двоякой, то есть либо нападение, либо побег, то есть либо жертва спасается бегством. It's either the energy to fight the cause of stress or to run away as fast as I can. То есть я, как жертва, да, у меня может быть двоякая реакция. Либо эти два гормона дают мне силы, чтобы я могла дать отпор, чтобы я мог дать отпор, либо эти два гормона дают мне силы, чтобы быстро убежать. It's God's way of putting an instant drug into our system to give us energy. То есть это было задумано Богом для того, чтобы человек или там, в общем, But these are natural. чтобы тут же был доступ к дополнительной энергии. But these are natural drugs, and they're meant to be used sparingly when we need them. Дело в том, что эти гормоны были задуманы таким образом, чтобы их использовали только тогда, когда необходимо, то есть в момент какой-то чрезвычайной ситуации. It's natural medication.
То есть это как бы лекарства, только которые естественным образом производятся в самом организме человека. Our body actually, those hormones pull sugar out of our system and pump sugar into our blood, energy into our blood. Как они действуют? Они забирают сахар из каких-то органов и вводят этот сахар нам в кровь. However, if we live with constant stress, our bodies constantly pump these hormones into our system, and it starts to damage our bodies. Но получается, что те гормоны, которые были задуманы для применения только в очень редких случаях, если человек находится под постоянным стрессом, то наш организм продолжает постоянно вырабатывать эти гормоны, что не должно было быть первоначально. Тем самым наш организм подвергается сильному изнашиванию. Just like God didn't make Vasa to hold the water, Точно так же, как Бог не сотворил Васю для того, чтобы он держал постоянно что-то тяжелое. he's got the ability to hold it for a short time, but God didn't make him to hold it for a long time. У него есть способность, он обладает такой способностью физической продержать что-то тяжелое на протяжении короткого времени, но не на протяжении, но это должно быть недолго. High levels of and constant release of hormones into our bodies have the following effects. И вот следующие последствия, которые происходят, если в наш организм постоянно поступают вот эти два гормона. It results in a decreased immunity. Как результат, это снижение иммунитета. These hormones inhibit the function of our white blood cells, and this leads to being more prone to infections and sicknesses. Каким образом, как конкретно это действует? То есть у нас снижается, они пригничивают, не могу вспомнить русское слово, действия белых угнетают, действия подавляют, действия, все проснулись, хорошо, белых кровяных телец, тем самым у нас снижается иммунитет, и человек очень быстро подвергается каким-то заболеваниям. People who are constantly stressed are naturally constantly sick. Люди, которые находятся под постоянным стрессом, они постоянно болеют. It also increases fat storage. Точно так же, то есть второе последствие, это у человека в организме накапливаются жиры. It causes our body to hold onto our fat, the energy. То есть тело привыкает к тому, что ему нужен источник постоянной дополнительной энергии. Because it's conditioned to need that energy if we're constantly living under stress to deal with the challenge, the stress that's before us. Получается, если организм знает, что ему нужен дополнительный источник энергии, а это жир, то есть он и откладывает этот жир, потому что он знает, что для него есть постоянная необходимость, что необходимо, чтобы снова и снова были его поступления в организм. And the body is specifically designed to hold onto that fat in the midsection, the upper back, and the neck. И где этот жир обычно откладывается? Чаще всего это область шеи и спина. Yeah. Now they think there are some other areas where there's fat. Yeah, of course. Существуют и другие залежи жира в организме человека. Because when it doesn't stay there, it goes everywhere. Потому что оно же в одном месте не останавливается, оно же идет дальше, распространяется. And the increased fat storage causes other negative health issues. А за жиром, естественно, паровозиком тянутся и все другие заболевания. Diabetes, cancer, heart disease. Рак, диабет, болезни сердца. All because our body is constantly trying to hold on to sugar because we're constantly living in that state of stress. Все потому, что организм прекрасно знает, что ему нужен будет сахар, потому что он испытывает стресс. Another thing happens to our bodies when it's constantly needing the sugar. Еще кое-что происходит с нашим организмом, когда он испытывает постоянную необходимость, постоянную потребность в сахаре. Where's the body getting the sugar from? Where's the body, the veins getting the sugar from that it needs? Откуда организм берет сахар? It's pulling it from the muscles, the bones, and the soft tissue. Из костей, из мышц и из мягких тканей. The sugar is taken from those areas to pump into our bloodstream. То есть для того, чтобы нам этот сахар впустить в кровь, организм его забирает из вот этих органов. And taking the sugar away from those areas causes us all kinds of other problems. А в свою очередь, если сахар забирается из, как он сказал уже, мышц, суставов и мягких тканей, то у нас потом заболевания связаны именно с этими органами. What happens if you give a child lots of sugar just before they go to bed? Если перед сном ребенку дать что-то сладкое, много сладкого, что произойдет? They will get a good sleep.
They'll get a good sleep. Они будут, правда, спать хорошо? They will ask for water. They will be too active. Совершенно, They'll be active. They'll have energy. Да, совершенно верно, они будут активны, потому что у них будет много энергии. So think about it. Подумайте об этом. If our body is consistently putting sugar into our bloodstream because of stress, Постоянно и под стрессом человек, поэтому его организм постоянно вырабатывает сахар. that's why we can't sleep at night. Вот причина, почему я не могу спать ночью. And then why we're tired the next day. И вот причина, по которой утром я встаю весь разбитый. Because if you have a child that's up late at night, what are they like the next day? Ну, вы знаете, если ребенок вечером лег спать поздно, то как он потом утром выглядит и себя ведет? Pretty miserable to be with. Ну, с ним даже трудно рядом находиться. And that causes, He is very irritable. yeah, in the totally morning. irritable. And over time it creates problems with sleep, rest, hunger. То есть, если человек постоянно находится в состоянии стресса, то у него неминуемо будут такие друзья, как бессонница, Because what happens when we eat sugar? усталость. Что случается, когда мы едим сахар? We want more sugar. Мы хотим еще больше сахара. And it's the same with our bodies when the sugar that we naturally have is being pumped into our bloodstream from constant stress. Точно так же и наш организм. Находясь в состоянии непрерывного стресса, то есть получается это все по кругу, то есть это беспрерывный процесс. Я под стрессом и дальше, мне нужно больше сахара, организм мне его вводит в кровь, забирая откуда-то еще. And then you know what I read recently? И знаете, что я недавно прочитал? Is that our brain contains the sugar that it needs to contains sugar so that it can function properly. Что, оказывается, сахар содержится и в нашем мозгу для того, чтобы он правильно функционировал. And so if it needs sugar, it's pulling from our brain too. Получается, что если мне для стресса нужен дополнительный сахар, то он может его из мозга брать. Which causes memory issues, И depression. отсюда депрессия и проблемы с памятью. The more it's pulling sugar from my brain, the dumber I get. То есть получается, что чем больше я от стресса забираю, организм мой забирает из мозга сахара, тем больше проблем. So these hormones are God's perfect plan to give us the energy when we need it, but our bodies are not designed to live under that constant state. Итак, я повторюсь, эти гормоны, они чудесным образом были Богом сотворены для того, чтобы помочь нам в момент стресса, но они никак не было запланировано, чтобы они вырабатывались организмом постоянно. Это вредно для организма. So we need to make sure that when we experience stress, we're able to create the environment where that level of hormones can decrease and settle down and function Поэтому properly. нам с вами нужно такую среду для себя создать, что когда я попадаю в состояние стресса, чтобы я мог по возможности снизить уровень выделения этих гормонов в кровь. Just like if I'm holding the water for a long period of time and I start to feel pain. Допустим, я держу воду длительное время, начинаю уже чувствовать боль. The only way to make that pain stop Единственный способ, как сделать так, чтобы у меня перестали болеть руки, is to rest. это отдохнуть. Make sense? Понятно? Amen. So, what are the dangers of not addressing burnout and caregiver stress? В чем же опасность, если душепопечитель не обращает внимания на стресс? As a leader. Для руководителя. Then it can be like a long-term depression. Our body does not function well. So your stomach and all the rest of the body began to dysfunction. Yeah. Eventually you'll stop leading. Я в большом масштабе. То есть в конечном итоге человек уже ничем не будет заниматься. Он прекратит свою должность руководителя. So the very thing that you're passionate about, that you feel really good about, То есть получается, что ради чего ты столько прилагал усилий, ради чего ты вообще этим занимался,
то в чем как бы смысл твоей жизни? The first picture is a truck that has lots of usefulness for everybody. То есть в первом случае, первое изображение, этот грузовик, его можно использовать, он может быть полезен такому огромному количеству людей. The second one is useful to no one. А второй уже совершенно бесполезен. Никому ничем ты на таком грузовике не поможешь. So you can put some new paint on it. Even if you put new paint on it, it's still useless. Ну да, возьми такую железяку, покраси ее, но это ж не значит, что она от этого поедет. Then we need to do something inside. That's right. That's Совершенно right. верно. That's totally right. You got the point. Совершенно верно, надо что-то в середине менять. So, Итак, another illustration. еще один пример. When I've flown a lot in my life, gone on lots of airplanes. Я очень много в жизни летал на самолетах, пришлось мне. And if you've ever flown, Если ты когда-нибудь летал на самолете, you know that at the beginning of the flight, то ты знаешь, что в начале, перед полетом, the stewardess gives you a demonstration about safety. стюардесса проводит такую демонстрацию насчет безопасности. About putting on the seat belt, about Как where the правильно exits are. пристегивать ремни безопасности. And when I first started flying, И когда я только начинал летать, I was really interested in these presentations. мне очень нравились вот эти презентации. And then Они меня интересовали. after a while, you just don't pay attention anymore. Но знаете, когда что-то повторяется снова и снова, ты перестаешь обращать на это внимание. But there's a part of the presentation that always seemed to be wrong to me. Но была часть одна в этой презентации, которая мне казалась неверной. And this is part of the presentation. Вот о чем я говорю. They have this mask, Вот она, кислородная маска. and the stewardess says, И стюардесса сказала, if the oxygen in the cabin changes pressure, если давление в самолете будет меняться, the panel above your head то вот эта панель над вашей головой, will drop, она откроется, and a mask will drop in front of и you, оттуда выпадет маска. and pull down on the mask Вытащите эту маску. to start the flow of oxygen. Пусть, там надо кислород, чтобы пошел. Place the oxygen over your face И наденьте эту маску себе на лицо. and breathe normally. И спокойно дышите. First of all, if that happens, I'm not going to breathe normally. Ну, во-первых, если такое произойдет, и выпадет эта маска, я уже не буду дышать спокойно. And then the next thing they say, А потом они говорят, yeah, exactly. If you're traveling with somebody that needs your help, если ты путешествуешь не один, а с кем-то, кому понадобится твоя помощь, help them put on your own mask before you help them. то перед тем, как помогать им, сначала себе одень кислородную маску. So one time I'm traveling with my son, and he was about 4 or 5 years old at the time. И вот однажды мы вместе с моим сыном летели, а ему тогда было, наверное, 4 или 5 And they did лет. the presentation, И они делают эту презентацию снова. and he's sitting beside me, Он сидит рядом со мной. and they say, if the mask falls, put on your own mask before you help. И они говорят, вот значит, если это случается, ля-ля-ля, то ты сначала себе одеваешь маску. And I'm thinking, if this falls out of the ceiling, И я думаю, если вот это вдруг мне с потолка падает, it will be natural for me to want to help him first. то моя естественная реакция будет сначала на него одеть кислородную маску. Anybody would. Ну, так бы поступил любой на моем месте. But what's the problem with that? Но в чем тут проблема состоит? If you do not put your own first, then you won't be able to help the other one. Right. Совершенно верно. So both will die, you and your son. Exactly. And then if your mask is on your face, then you can help your son. If you're not breathing, you can't help somebody else breathe. Если ты сам не дышишь, ты не можешь другому помочь дышать.
But it sounds selfish to help myself breathe first. Но моя первая реакция, ну как это выглядит? Как эгоизм какой-то, да? Что я сначала себе одеваю эту кислородную маску. It sounds like I'm being too focused on me. Как будто бы я слишком большое внимание уделяю себе. Вот как это воспринимается. But it's not selfish. Но это не эгоизм. It's actually selfish to help somebody else first. На самом деле эгоизмом будет, если я кому-то одену первую маску. Yeah, it's irrational thinking. Yeah, it's irrational thinking. It's natural, but it's irrational. То есть это как бы естественная реакция, но она не соответствует здравому смыслу. You see the connection to leadership. Все уже параллель провели для руководства. Love your neighbor as yourself. Yeah, yeah. So first you need to love yourself, then you can love others. Yeah. Loving yourself is not selfish. Себя любить — это не эгоизм. Because God cares about you just as much as He cares about the person next to you. Потому что Бог о тебе заботится ровно столько же, сколько и о том, кто твой ближний. And He's created systems to help us so that we can help other people. И Он так все создал, чтобы мы могли помочь другим людям. I've got to take this home because I took it out of the airplane that we flew in on and I have to put it back. Я это взял с самолета, так что потом, когда я полечу домой, мне нужно это вернуть. If you took it from the plane, then somebody might need it. If I took it from the plane, I would be in jail. So you didn't? No, I didn't. You took it from home? Yeah, we ordered them online. Не, но он не имел в виду, что он прямо с самолета это забрал. Он сказал, что он это отвезет домой, а вообще они это по интернету заказали. Он сказал, если бы я это забрал с самолета, меня бы вообще-то в тюрьму посадили. I have a friend once when he was young. He was on a flight. They were about to take off, and they were just moving the plane from the gate to the runway. У меня один друг был, и вот однажды он был в самолете, и самолет как раз начинал разгоняться. And he was traveling with a friend, two young guys. Ну, их было вообще-то двое, он со своим другом был, тоже молодым человеком. And he saw the presentation. И они увидели вот эту как раз презентацию. And he really wanted to see one of these masks. And he really wanted to see one of these masks. И он очень хотел увидеть одну из этих масок. And so he reached up and then he undid the screw above his head. И он взял, раскрутил, что там надо было открыть для того, чтобы эту панель. And they all fell out in the plane. И они повыпадали. The plane didn't leave. It had to go back, and he got in trouble. So don't do that. So the whole plane had the masks on? Yeah. Короче, он там куда-то нажал, что не у него только маски выпали, они у всех повыпадали. И поэтому, пришлось, они уже время отлета переложили на позднее время, потому что нужно было, все это назад там приводить в порядок. So don't try and take one off of the plane to also have it as an illustration. Так что я никого не призываю, чтобы вы забирали маски с самолетов для того, чтобы потом такую иллюстрацию проводить. You can surprise the stewardess to show that you have your own oxygen mask. Yeah. You'll be surprised when you be thrown off the plane. Говорит, потом она тебя удивит, что ты на самолет не попадешь. So what does this mean? Так, что это значит? We obviously know what we should do, but what does it mean we should actually do? То есть, теорию мы с вами поняли. What does the Bible say about self-care? Но что нужно конкретно делать? Что нам Библия говорит об этом? Как же ухаживать за собой? Как себе оказать помощь? Could someone read Matthew 11:28-30? Матфея, 28 глава. Это у вас на 13 странице. Could someone read that? Прочитайте, пожалуйста, кто-нибудь.
What speaks to us about that passage related to self-care? Что в этом отрывке говорит нам об уходе за собой, то есть о том, как позаботиться о своем собственном здоровье? We should put all the loads on Jesus. What does he say we should do? What's the action there? Какое действие здесь упомянуто? We should be taught. No, first thing come. Come. Come to me. Придите ко мне. Действие конкретное. Our relationship with God. То есть наше взаимоотношение с Богом. Yes, it's the beginning. That's the beginning of self-care. Начало оказания помощи самому себе. Это взаимоотношение с Богом. Could someone read John 15, 1-9? Иоанна 15, с 1 по 9 стих. Дальше. Прочтите, пожалуйста, кто-нибудь. How many times in that passage does it say to remain in me? Сколько раз в этом отрывке использовалась фраза «прибудьте во мне» Or remain in my love? или «прибудьте в моей любви»? 5 times. 5 times. 5 раз. I count 5 times. Ну, я насчитал 5. So in 9 verses, Итак, Jesus says, remain in me. отрывок из 9 стихов. Иисус здесь 5 раз повторяет фразу «прибудьте во мне». That what's the way to produce fruit? Как же мы приносим плод? Work really hard. Когда мы усердно трудимся. Да? No, when we abide in Christ. When we abide in Christ, when we remain in Christ. Когда мы пребываем во Христе. That's what makes us effective. Именно по этой причине мы можем быть эффективными. Not by attending a leadership conference. Не когда мы посещаем конференции по лидерству. Not from learning more about leadership. Не потому, что я учу много новой информации Of относительно course, этой that's темы. always helpful. Ну, конечно, это всегда полезно. But abiding in Christ. Но главная причина – пребывать во Христе. Can someone read the next passage of Scripture? И еще там место Писания. Следующее прочитайте, пожалуйста. And tell me, as someone reads this, as somebody reads this, Okay. I want someone to think, to answer the question, what did Jesus do for self-care? What did Jesus himself do for self-care? И когда вы будете читать этот отрывок, то, значит, думайте над таким вопросом. Что Иисус делал для того, чтобы позаботиться о себе самом? Jesus, who is the source of all life, То есть Иисус, который источник всей жизни, what did he do for self-care что Он делал для того, чтобы позаботиться о самом себе, while he was in ministry? пока Он был в служении? Someone read. Прочитайте, пожалуйста, теперь отрывок. Luke 5:12-16. Sorry, Vic.
Там что-то пропущено было, да? What did Jesus do? Так, какое действие совершал Иисус для того, чтобы позаботиться о себе? Verse 16. He went to the desolate place and prayed. Right after it talks about the fact that Jesus was healing, Как раз после того, как описано было исцеление, которое совершил Иисус, he goes away to the place to pray. мы видим, что Он делает дальше. Он удаляется в пустынное место и молится. There was always more people to heal. Всегда были люди вокруг, которые нуждались в исцелении. There was always more work to do. То есть всегда будет работа, она никогда не закончится. But it says that Jesus often withdrew to the wilderness to pray. Но про Иисуса сказано, что Он часто удалялся, часто уединялся с Богом и молился. So it took him making a decision То есть для Него это было время принятия решений, that he was going to do something about caring for his relationship with God. То есть Он принимал такое решение, что Он будет это делать для того, чтобы сохранять взаимоотношения с Богом. That's like getting more fuel. Yeah, it's putting fuel in the tank. And here in this passage, I also see one tendency, like he did his part, and then he said, and now you go to the priest. So it was not that he did all the job himself. That's really good wisdom. That's a great insight. Очень важное замечание. I didn't see that before. Я, допустим, на это даже внимания раньше не обращал. Yeah, that's great wisdom. Здорово. And like he didn't brag about his abilities and Yeah, what he could do. yeah. And he did not expect other people to praise him for doing that. Yeah. Constant desire to help, though. If you're willing, and he said right away, I am willing. However, if you're in this room and you're convinced that self-care is important, Итак, если вы, находясь в этой комнате, убеждены в том, что оказывать помощь самому себе или уход за собой производить – это важно, how many are convinced that self-care is important? а вообще есть тут такие, которые уже убеждены? Сколько из вас убеждены, что это важно, уход за собой? Who's convinced? То есть следить за своим собственным здоровьем, состоянием. Okay, and how many of your organizations are your people or your structures or your leadership convinced in self-care? А вот там, допустим, где вы несете служение, церковь, какая-то организация или где вы работаете, насколько они убеждены в том, что уход за собой – это важно? Yeah. Убедился, в смысле, услышал такую идею? I just was proved here that it's very necessary to have a self-care. Yeah. But many of our organizations don't prioritize the Дело в том- need for the care for the leaders. Дело в том, что очень во многих организациях не говорят о важности этого для руководителя. Они не ставят это в один из приоритетов. Because people keep coming and coming and coming and Потому что coming and люди coming. постоянно приходят и приходят и приходят. But it's often difficult to advocate for ourselves and to say, I need care, Но очень трудно человеку, допустим, сказать про самого себя, мне нужно, чтобы вы обо мне позаботились. because we sound like we're self-focused. Потому что это звучит, как будто бы мое внимание направлено на меня. So this requires То есть что необходимо для этого? you to influence your leadership team Вы должны, and build in systems of self-care for you and your team. то есть вам, вашей команде необходимо разработать план вот таких мероприятий, которые помогут людям производить уход за собой. Your organization needs to prioritize self-care as much as possible, and you need to be an example in self-care, just like you need to be an example in hard work. И получается, ваша задача не только донести до вашей организации или до вашей группы, до церкви, где вы трудитесь, важность приоритета ухода за собой, но вы должны показать в этом личный пример, насколько это важно для вас. То есть вы должны показать личным примером не только, как нужно усердно трудиться для Христа, но и то, что насколько важно потом позаботиться о себе самом, о своем восстановлении.
Your organization needs to care as much about you as a leader as much as what you do as a leader, your work. Ваша организация должна заботиться о вас как о руководителе ровно столько же, то есть стараться уделять внимание ровно столько же, что вы делаете как руководитель, как тому, что вы делаете для того, чтобы следить за собой. Это ваша задача, показывать в этом пример. I'll give you an example. Приведу вам пример. In our organization, we have a policy У нас в организации существует такая политика. that when our staff are traveling internationally, Когда мы осуществляем международные какие-то переезды группами, when they're traveling and away from their families for a week, то есть когда, допустим, группа какая-то уезжает на служение от своей семьи на неделю, they take one day at home to rest and be with family. то потом мы им даем выходной, чтобы они могли день провести со своей семьей. And usually our trips last between 1 to 2 weeks. А обычно у нас, как мы надолго едем, это обычно неделя, полторы-две. Which means changing time zones and jet lag and away from our families and our children. Допустим, в нашем случае это не только, что мы оставляем там семьи, детей, жен, но еще это связано с тем, что у нас, допустим, перемена часовых поясов. So we have this policy, 1 day at home for every week you're away. То есть поэтому у нас существует такое правило, что за каждую неделю, которую ты проводишь на служении, вот где-то в поездке, потом тебе дают один выходной специально для того, чтобы вы его провели с семьей. 1 day per week. When they're gone for every week that they're gone, They get 1 day. they take 1 day off at home right after that. Да, то есть когда они проводят, допустим, неделю где-то на служении, то потом по приезде им дают один день за эту неделю. So if they're gone for 3 weeks, they have to be at home for 3 days after they get back, minimum. Получается, если они уезжали куда-то на 3 недели, то потом по возвращении минимум 3 дня сразу же они должны провести дома, просто со своей семьей. Now, I deal with jet lag very quickly. Мне, допустим, справиться очень легко с переменой часовых поясов. What happens if I say to the staff, if you're gone for 3 weeks, you have to be home for 3 days? Допустим, вот я говорю своим сотрудникам, если вы уезжаете на 3 недели, значит, вам дается потом 3 дня. But if I'm gone for 3 weeks, and then I come to work back right the next day, because I feel like I can. То есть, допустим, мне проще перестроиться на время. И вот у нас правило какое? 3 недели отсутствуешь, значит, потом 3 дня дома. А сам я, поскольку я чувствую себя лучше, я выхожу на работу на следующий же день. What does that teach the other people on our Чему team? я учу свою команду таким поведением? That's wrong. Why is it wrong? Почему это неправильно? If I said to them, you can take it, but I'm not going to take it. То есть я как бы говорю, что вам надо 3 дня, пожалуйста, вы отдыхайте. Я не буду это делать. No, you have to stay at home for 3 days as well. Why? Почему? Because you need to show the example that it is important. Yeah, because if I come back to work right away, they're going to feel like they need to. Он говорит, потому что если я вернусь на работу на следующий же день, они будут считать себя обязанными сделать то же самое. Or they will think that you are a Superman. And they are weak. But then you will have a burnout. Yeah, and they'll feel like, oh, if I'm going to be like my supervisor, it means that I need to also come back to work right away, and they won't feel the freedom to take that same time. То есть они не будут чувствовать свободу взять эти 3 дня выходных, которые я могу провести со своей семьей, если я, как их начальник, выйду на работу на следующий день. You have to build in structures. То есть вам нужно следовать тем распоряжениям, которые вы делаете. Just like every few days, you have to look after your vehicle and structure times of maintenance. Точно так же, как за автомобилем, за ним же следят постоянно, да? И какие-то мероприятия тоже нужно постоянно проводить для того, чтобы поддерживать на рабочем ходу свой автомобиль. The leaders in your organization need to monitor the workload of the leaders. Поэтому так важно следить за нагрузкой, за количеством нагрузки. So how do we create a self-care plan? We have to plan this. И как же составить нам план? Потому что для того, чтобы следить за тем,
как я распределяю, допустим, нагрузки и отдых. Нужно составить определенный план действий. It's important to go away from today not just knowing about burnout, but doing something about it. Потому что очень важно, если вы отсюда уйдете не просто услышав слово «выгорание», но чтобы вы еще знали, что с ним делать или как его предотвратить. There'll never be a perfect balance or a formula. It's impossible to find out what's going to work every time. Ну, нельзя здесь сказать о какой-то идеальной формуле, потому что, возможно, что-то будет работать, что-то не будет, то есть в зависимости от ситуации. Everybody's different. Каждый человек отличается. How you care for yourself is not important, but the fact that you care for yourself is. Поэтому может отличаться как бы методика, как тот или иной человек будет ухаживать за собой. Но главное, чтобы этот уход имел место. It's about monitoring the fuel in the tank. Это когда мы проверяем, сколько у нас топлива в баке. So when you're looking at developing a self-care plan, you can think about the following things. Итак, когда мы думаем о составлении мероприятий по уходу за собой, это была 15-я страница, а сейчас... What has helped you feel refreshed and renewed in the past? Один из вопросов, которых мы можем себе задать, это то, что у нас на 16-й странице. Что помогало вам восстановить силы в прошлом? Are there things that you used to enjoy doing that you've let slip away because you don't have time? Есть ли что-то, чем вы ранее занимались с удовольствием, а теперь просто у вас на это не хватает времени? What brings you pleasure or joy? Что вам приносит радость, что вам приносит наслаждение? Many will think that self-care is about taking a vacation or just about making a break from work. Многие люди считают, что здесь вообще речь должна идти об отпуске или, допустим, когда ты берешь какой-то перерыв на работе. And sometimes financial limits often prevent us from taking a vacation. Но иногда дело в том, что мы даже по каким-то финансовым причинам не можем брать, допустим, длительный отдых для того, чтобы отдохнуть, длительный отпуск. But even if we can't afford it, a vacation every few months or few years won't alone prevent burnout. Но я бы так сказала, что даже если бы могли там себе, допустим, раз в несколько месяцев или там раз в год отпуск устраивать, то все равно только это нас не защитит от синдрома выгорания, от его проявления. I shouldn't have waited until my doctor ordered me to take 3 months off. Вот, допустим, как в моем случае, мне не нужно было ждать той уже ситуации, когда мне доктору пришлось, писать мне на 3 месяца, как это у нас называется, больничный. It's a lot more practical and valuable to build in daily or weekly or affordable activities or boundaries in our lives. Очень важно так составить план мероприятий по уходу за собой, чтобы они были регулярными. То есть, допустим, раз в неделю или там через несколько дней. So look at the list. This burnout prevention list, 15 items. И 15 пунктов, как предотвратить появление синдрома выгорания. And ask yourselves these questions. Эти вопросы нужно будет задать себе. I want you to put it, as we go through them, put a check mark beside the one that, if it's true for you, put a question mark, or put a check mark beside it. Если мы сейчас будем читать вместе, и если это вас описывает, к вам подходит, значит, поставьте там галочку или отметьте как-то. No, wrong. Stop. Не, неправильно. Все, забыли. As we go through the list, Значит, мы сейчас будем изучать. put a check mark beside the one that needs your attention. Поставьте галочку там, где вы считаете, на что вам нужно обратить внимание. Okay? Хорошо? Do you have a full day off per week to do what you like? Имеете ли вы один полный выходной день в неделю, чтобы заняться тем, что вам нравится? It's one of the 10 commandments. Это, кстати, одна из 10 заповедей. Means it's just as important as not killing someone. То есть это означает, что иметь выходной день в неделю настолько же важно, как никого не убить. Do you have regular time for yourself to think, reflect, meditate, and pray? Отводите ли вы время для себя лично, которое можете провести в размышлениях и молитве? Put a check mark if it needs attention. Если вам нужно обратить на это внимание, поставьте галочку рядом. Do you have good time away from work every year, 3 to 4 weeks? Имеете ли вы возможность отдохнуть от своей работы 3-4 недели в году? Do you do some
Aerobic exercises for 30 minutes once every day or two. At least a walk, at least a fast walk for 30 minutes every 2 days. Делаете ли вы регулярные физические упражнения? Зарядка 30 минут каждый день или через день. Сюда же можно включить хотя бы быстрая ходьба в течение получаса. Because that kind of activity replaces stress hormones with good hormones. Потому что именно физические упражнения, они заменяют, они снижают уровень выделения гормонов и выделяются другие гормоны. Не те, которые при стрессе выделяются. Do you practice muscle relaxation or slow breathing when you feel anxious or stressed? Практикуете ли вы расслабление мышц или технику медленного дыхания? То есть, когда что-то вдруг случилось, вы должны глубоко подышать. I've found that some of the most helpful things for me Я для себя, допустим, обнаружил, что мне больше всего помогает. when I feel stressed Допустим, когда я испытываю стресс, is to take a minute то я минуту уделяю and breathe deeply. тому, что я начинаю глубоко дышать. Let's practice it. Давайте потренируемся. What I'd like you to do Что я хочу, чтобы вы сейчас сделали? is when I count, I'm going to take a deep breath for the count of 3. Breathe in until I count to 3 through your nose. Вдыхайте через нос, а я буду считать до 3. Okay, ready? Готовы? Start. Начинаем. 1, 2, 3, and then let it out. А теперь выдыхаем. 1, 2, 3. In. И опять вдыхаем до 3. 1, 2, 3. Out. 1, Выдыхаем. 2, 3. In. Вдыхаем. 1, 2, 3. Out. 1, 2, Выдыхаем. 3. How do you feel? Как вы себя чувствуете? Much better. Not good. Oh, I mean, not bad. Sorry. Not bad. It's not going to change your life forever, Не, ну жизнь-то вы не поменяете свою, конечно. but what you're doing is you're putting oxygen into your brain Но на самом деле это упражнение очень полезное, потому что вы насыщаете мозг кислородом. and you're slowing down your heart. И замедляется пульс. Because when we get stressed, Потому что когда мы под стрессом находимся, I breathe like this. в состоянии стресса, то мы вот так дышим. And my brain is not getting the oxygen that it needs in order to function properly. А в таком случае в мой мозг не поступает достаточное количество кислорода. That's how God made us. Ну вот так мы созданы. So simple, Так что все очень просто на самом деле. so affordable. И все можно применять. It's like turning off the car and letting it cool down. Это когда мы просто машину, ключ зажигания поворачиваем и останавливаемся. Number 6. Номер 6. Do you listen to your body messages? Принимаете ли вы сообщения, которые вам посылает ваше тело? If you're single, do you have friends that you can share your feelings with? Если вы не состоите в браке, есть ли у вас близкие друзья, с которыми вы можете поделиться? If you're married, how often do you share intimately with your spouse? А если вы уже замужем или женаты, то как часто вы имеете такие сердечные, доверительные беседы с супругом или супругой? Do you share your stressors, your cares, problems, and struggles and needs with others and with God? Делитесь ли вы моментами, вызывающими стресс, проблемы, заботы, нужды, трудности с другими людьми и с Богом? And do you prioritize 7 to 8 hours of sleep a night? Спите ли вы по 7-8 часов в сутки? Number 11. Номер 11. Do you have boundaries? Are you able to say no to excessive demands on you? Расставлены ли ваши границы? Можете ли вы сказать «нет» неуместным или чрезмерным требованиям, которые перед вами выдвигают? When my wife is in the room and I read number 11, she looks at me from the back. Знаете, когда я, допустим, читаю этот список, и в комнате находится моя жена, то она обычно на меня в этот момент очень пристально смотрит. The pastor who carried the water.
Пастор, который у нас воду носил, he needed to say no in order to stay healthy to carry what he was carrying. для того, чтобы ему остаться здоровым, и чтобы он мог продолжать нести бремена других людей, ему нужно было в какой-то момент сказать «нет». The Bible talks about the people that Jesus healed. Библия говорит о людях, которых исцелил Иисус. Do you think that Jesus healed every single person who was sick that was around him? Ну, как вы думаете, он исцелил всех, кто тогда болел в то время, находился недалеко от него? No. The Bible doesn't talk about the people that Jesus didn't heal. Библия ничего не говорит о тех, кого Иисус не исцелил. Number 12. Номер 12. As much as possible, are you careful to eat a balanced diet, meaning not too much of one type of food? Следите ли вы за тем, чтобы ваше питание было сбалансированным? То есть, нужно, чтобы было разнообразие, не есть все время одно и то же. Specifically being careful about how much sugar you take in. И особенно нужно следить за тем, сколько вы потребляете сахара. Because sugar adds to the unhealthiness Потому of что the stress hormones that go into our bodies from stress. Потому что сахар, он же связан с выделением вот этих двух гормонов, которые вырабатываются в состоянии стресса. Поэтому чрезмерное употребление сахара вредно для здоровья. It's adding extra stress to our bodies when it's already stressed. Получается, что если человек уже под стрессом, а он еще поел сладкого, то ты как бы добавляешь, то есть усиливаешь нагрузку организма в этот момент. May I ask you something? When we completely avoid sugar, is it good or bad? If we it's But you still need to have honey. sure. There's enough sugar in natural foods that God's given us what we need without having to refine sugar and take more in. Дело в том, что на самом деле в продуктах достаточно количества сахара для нашего организма, а нам не нужно дополнительно восполнять этот запас. Просто он поступает с едой с определенной. Then another question. Why do they have marshmallows every day here? That's a really good question. Хороший вопрос. And it's a balance. It's not that we can never eat something sweet. Я не говорю, что никогда нельзя ничего сладенького себе позволить. It's not wrong to enjoy some chocolate or something candy or cake at birthday. It's when we overindulge in one of those areas. То есть ничего плохого тут нет, если когда-нибудь тебе хочется там конфету съесть сладкую или там торт, допустим, на день рождения. Речь идет о том, когда мы пресыщение имеем. То есть любая крайность плохая, правильно? Yeah. Now I know why we just put this marshmallow in two parts, because they divide it. Yeah. Oh, yeah. Okay. Because these guys need it for their energy. Зинаида Алексеевна, Again, it's тем not хлопцам двоим, никак без зефира нельзя, поэтому. like everything else. It's balance. Просто он говорит о том, что во всем нужен здоровый баланс. So yes, they just offer something to you, and you decide for yourself whether you're going to use it or not. That's right. Совершенно верно. Related to all of that is number 13. Номер 13. Is your weight appropriate for your height? Соответствует ли ваш вес вашему росту? And 14, do you try to laugh as much as you can? 14. Как часто вы смеетесь? Пытаетесь ли вы это делать чаще? And do you have a creative hobby or pastime? Есть ли у вас какое-то хобби или какое-то занятие? Придумали ли вы какое-то занятие для себя? It's very important. Это очень важно на самом деле. Years ago, when I was probably stressed the most, Несколько лет назад, это тогда, когда у меня был стресс в наивысшем его проявлении, I became involved in coaching my son's sports team, baseball team. я стал заниматься тренерской работой в команде, в которой был мой сын по бейсболу. And I thought, I don't have time.
а думал, что у меня нет на это времени. but I wanted to spend more time with him. Но я хотела очень больше времени проводить с сыном, So I took some courses to become a coach. поэтому я прошел там определенные курсы для того, чтобы я мог заниматься тренерской I работой started coaching, и начал уже непосредственно наши занятия. and then after some time, А потом, через какое-то время, I saw something really interesting. я заметил что-то очень интересное. That when I went and coached and did this hobby, I noticed that it would cause me to forget about the normal stresses in my life. Я вдруг заметил, что, оказывается, когда я занимаюсь тренерской деятельностью, я забываю о тех всех источниках стресса, которые у меня были. It gave me a mental break from what I'm always thinking about. То есть вот те идеи, которые постоянно у меня крутились в голове, я вдруг о них начал забывать. And it could be different for anybody. Ну, для каждого человека может быть что-то свое, что будет действовать таким вот образом. For example, Pastor John's wife, Nadia, Например, жена Ивана Васильевича, Надежда Антоновна, she decided that she was going to take up flowers, она growing решила, flowers что as a она hobby. пройдет курсы по флористике. And what you see here on the stage is a part of her hobby. И вот что вы видите здесь на сцене, эти прекрасные цветы, это как раз вот часть ее хобби. And it became important for her to do that because when she feels like when she's doing that, she's got a mental break from what she's always thinking about. И для нее это такой же эффект имеет. То есть, что у человека, как мы говорим, мозги отдыхают, когда он занимается любимым делом. То есть перестает он думать о том, о чем он постоянно думает. It could be reading. Для кого-то это может быть чтение. It could be playing with children. Кто-то играет с детьми. It could be doing something completely different from your work. То есть это может быть совершенно что-то не связанное с вашей основной деятельностью. But that's something that you have to determine for you. Но вы должны для себя сами это занятие найти. Никто же вам не скажет, что вам надо делать, что вам больше всего нравится. So, Итак, you're convinced you need a self-care plan? все тут еще убеждены, что важно ухаживать за собой. I was thinking about how when I was thinking and structuring this Когда я day, this разрабатывал lesson, сегодняшние занятия, I thought, what could we do to respond to this? я подумал, как же мы можем к этому наилучшим образом подойти. What could we do to fill this day? Ну, то есть, как занять этот день. And I really felt the Lord said we need to respond about self-care with self-care. И я верю, что Бог мне ответил, что когда ты говоришь о том, когда ты говоришь о важности ухода за собой, нужно как раз этим и заняться непосредственно. So here's what we're doing for the rest of the day. Поэтому вот чем мы будем заниматься вторую половину сегодняшнего дня. We're going to break for lunch, У нас будет перерыв на обед, and then you have the rest of the afternoon and the evening а потом все оставшееся время to actually care for yourself. вы будете совершать уход за собой. So, Итак, by doing what? I'll explain. Ну подождите чуть-чуть. The first thing I want you to do Итак, первое, что я хочу от вас. is go through these self-care ideas, the next section of this book. Ага. У вас тут на следующей странице, на 17-й, написано «Идеи для мероприятий по уходу за собой». I want you to examine each of these areas. Я хочу, чтобы вы изучили все, что здесь написано. Тут у вас несколько сфер, оно разбито по сферам. Spiritual, Духовное. and put a check mark for ones that you might want to include in your self-care plan. The ones that for you will be something that would demonstrate self-care. То есть вам нужно будет составить потом такой план мероприятий, которые вам необходимы для того, чтобы позаботиться о собственном здоровье. Поэтому, если, допустим, читая все, что под духовной сферой, вы видите, что вам нужно обратить на что-то внимание, поставьте там галочку. So, for example, under the spiritual section, Допустим, вот берем духовная сфера. there's daily prayer, reading Там scripture, worship, all of it. ежедневная молитва, чтение Писания, поклонение. I want you to check one that you want to include in your plan. Что бы вам хотелось сделать, что бы вам хотелось потом записать в свой план, вы тут сразу отмечаете. You're going to create a self-care plan. Ну, то есть потом. Потому что вы будете разрабатывать такой план мероприятий по уходу за собой, будете его составлять. And there's different areas of self-care. И там различные сферы, в
которых вы должны будете spiritual, работать. physical, emotional, Физическое, эмоциональное и социальное. social work. And then I want you to list the things that you enjoy, that relax you and bring you life. А потом вам надо будет написать, чем вы любите заниматься. Be creative and list as many things as possible. Проявите творческие способности, пусть это будет длинный список. То есть вот все, что вы можете придумать, запишите. And you'll refer to the ones that you check off in the self-care plan. И должно это все основываться на тех пунктах, которые вы для себя выделили. Вот 4 сферы и плюс еще там 5-я работа. For example, Например, one of the things in my self-care plan, вот у меня один из пунктов в таком плане. now that our children are grown up and adults, Теперь, когда уже дети у нас взрослые, is we build into our time to go and see our friends who have young children. мы себе приняли такое решение ходить в гости к друзьям, у которых маленькие дети. Because I enjoy spending time with young children Потому что мне очень нравится проводить время с маленькими детьми. and just playing games with them. Просто играть с ними. And that's something that even though I'm caring for them, it brings me joy and it helps То есть care for me. получается, что и детям хорошо, естественно, детям нравится, когда с ними играют, но в то же самое время, делая добро кому-то, я еще делаю добро себе. Максим приглашает уже. Come to my home. Yeah, I can imagine. Могу себе представить. I would love to come to your home more. Не, на самом деле я бы с удовольствием пришел, если бы была такая возможность. And then Потом, there's the days of the week. там дни недели написаны. There's the days of the week listed on page. Ага, на 19 странице, видите, расписано понедельник, вторник, среда. And I want you to take items from your self-care plan and plan it in your week. Я хочу, чтобы все, что вы здесь отметили, вы потом разбили по дням. То есть записали сюда, в какой день вы будете чем заниматься. Something every day То есть вы что-то должны делать каждый день. that prioritizes you. То, что важно для вас. Make sense? Все понятно? So that's your first job after lunch, is to do that. Итак, это ваше первое задание после обеда. And then А потом you need to practice some of it. будет практическое задание. And here's what it could include. Вот что оно в себя будет включать. Going and taking a nap and sleeping. Пойдете, вздремнете. Going for a long walk. Или кто захочет, тот пойдет на прогулку, Reading по a- свежему воздуху погуляет. Reading your Bible for longer than you normally would. Кто-то, может быть, захочет Библию почитать и уделить этому больше времени, чем обычно у него получается. Reading a book that you might want to read. Или книга, которую вы давно хотели прочитать, но у вас не было такой возможности. Listening to worship music. Кто-то, может быть, будет музыку слушать христианскую. Visiting with each Псалмы, other and just enjoying somebody else's company. А может быть, кто-то захочет с кем-то поговорить, с другом провести время. Maybe meet with somebody in your peer group that wants to just chat. Может быть, кто-то у вас в группе хочет поговорить, и вот вы тоже имеете такое желание. Вот как раз друг другу поможете. Because this is an important part of leadership training. Потому что это очень важная часть обучения руководителей. Here's what you're not allowed to do. Что я вам не разрешаю сегодня делать после обеда? Work. Работать. Respond to emails that you need to respond to. Phone somebody that is waiting for you to phone them. You're not allowed to do anything that is part of the pressures of your work. Если вам надо ответить кому-то срочно на письмо, я вам не разрешаю отвечать. Not Если some- вам нужно кому-то срочно позвонить, нельзя позвонить. То есть все то, что несет для вас стресс, что является источником стресса или дополнительного напряжения, это вам сегодня делать нельзя. Not something that you have to do. Не то, что ты должен делать. Понятно? Вы сегодня делаете то, что вам хотелось бы, а не то, что вы должны. But something that you want to do. То занимаетесь тем, чем вы хотели бы заниматься. And then А потом we'll come back tomorrow мы вернемся сюда уже завтра. and you're going to get in your peer groups И вы соберетесь снова своими группами, and you're going to be held accountable for what you did this afternoon.
И будете держать ответ друг перед другом. Что вы делали сегодня после обеда? Чем занимались? You have to give an account for self-care. У вас должна быть подотчетность. Будете держать отчет, как вы ухаживали за собой. And how could you sit with a group of people who cared for them, who cared for themselves and you didn't? И вот представьте себе, вы сидите в своей группе, все о себе позаботились, а вы нет. Are you going to be an example to the other people in your peer group? Останетесь ли вы примером в своей группе? То есть будете ли вы делать так, как нужно, как должно? How do you feel about it? Что вы об этом думаете? What are some of the things you're thinking and feeling about this afternoon and practicing this? Какие мысли насчет того, чем вы будете заниматься сегодня после обеда? We are so obedient to you. How about supper? I need to cook at home. But what would you do if you were here all afternoon? А если бы вы здесь были до 6 часов? But we go to the cafeteria and everything is ready there. Then you need to go there, like to have something to eat. No, maybe you will need to Actually, fast. could you get married? Let me find out what the plan is for supper. We might answer your question. Вообще-то, может, я даже смогу ответить на вас. She's behind you. Okay, we've solved that problem already. Все, стресса не будет. Supper tonight is back at that restaurant, just like last 2 nights. Ужин там же, где и был вчера и позавчера. So you don't have to cook for yourself Так tonight. что не надо готовить. So you have from now until 5:30. So should we move the dinner then at 5? Whatever. Well, us. Давай. Тоді що, поміняємо вечерю на 5 годин, хай буде? Хто хоче, щоб на 5? Now say 5:30. 5:30, 5:30, кажу. Ну, More time for self-care. sorry. Пусть будет на 5:30, у вас будет больше времени 5:30. для мероприятий по уходу за собой. Okay? Хорошо? So are you going to be obedient? Are you going to be leaders? Are you going to be examples and get away to the wilderness to spend some time? However you want to spend time to care for yourself. Ну так что, я могу в вас быть уверен, что вы будете правильными, послушными руководителями и теми, которые подают правильный пример. Because- И отведут, выделят для себя время, Because people are expecting you to be here anyway. потому что все равно people are not expecting. People are expecting you to be busy this afternoon in the training. So this is part of the training. Okay. Потому что, вы понимаете, это часть обучения, да, то есть все равно все те, кто знают, где вы сейчас находитесь, они думают, что у вас до вечера занятия. Поэтому вы можете не иметь никаких занятий дополнительно. I'm going to pray, Сейчас я буду молиться, and then we're going to break for lunch. а потом у вас перерыв на обед. Я